Это история про очень противоречивого персонажа. В народе он никто иной, как самый главный читер в видеоиграх. Вы узнаете, как засудить всех, узнаете, что такое на самом деле завышенное ЧСВ, и как обман может перечеркнуть все твои достижения, полученные честным путем, а вся твоя репутация, заработанная годами, канет в лету. Речь пойдет, не побоюсь этого слова, легендарном игроке Билли Митчелле. Он по большей части получил свою популярность за пределами России и многие годы остается настоящей знаменитостью даже спустя 25 лет после его первоначального момента славы. Я заранее прошу прощения за возможные неточности, так как 90% информации бралось из зарубежных источников. Билли Митчелл – американский игрок видеоигры и ресторатор, а также он продает всемирно известный соус. Эта персона всегда носит костюм, галстук с расцветками флага США и обладает роскошной шевелюрой с бородкой. Знаменит он своими рекордами в Donkey Kong и Pac-Man. Его имя стало известным в 1982 году. В те времена аркадные автоматы были на пике популярности, и множество игроков тратило кучу времени и четвертаков на установление новых рекордов в любимых автоматах. Это всеобщее помешательство стало настолько популярным, что Уолтер Дэй, основатель организации Twin Galaxies, а это кто не знал, по описанию из Википедии, организация и платформа, которая облегчает взаимодействие, достижение, признание и конкуренцию между людьми, вовлеченными в культуру и деятельность, связанную с видеоиграми. Twin Galaxies также является официальным поставщиком записей видеоигр в Книгу рекордов Гиннесса. Так вот, Уолтер Дэй решил создать официальную таблицу рекордов. И спустя год после погони за рекордами она приобрела официальный статус. Twin Galaxy организовала тур. 10 лучших игроков из Загнивающей собрались вместе, дабы проверить, у кого рекорд длиннее и помериться силами в целом. Это вызвало такой резонанс и внимание общественности, что его даже взялось освещать популярное издание Life. Среди 10 лучших оказался 17-летний Билли Митчелл, который имел за плечами мировой рекорд в аркадном шутере. И на турнире он установил рекорд в Donkey Kong. Это принесло ему еще большую популярность, и рекорд продержится еще 25 лет. Играл Билли на обычном аркадном автомате в присутствии множества людей, и факт жульничества просто не мог быть уместным, так что рекорд в Donkey Kong можно было считать чистым. Еще позже, уже в 99 году, он набрал в Pac-Man 3 миллиона 333 тысячи 360 очков, то есть абсолютный максимум, доступный в игре. Незадолго до этого Митчелл сообщил о своих намерениях в пресс-релизе. Аудитория в его силах усомнилась. К тому моменту по всему миру в Pac-Man играли уже более 10 миллиардов раз. Почему это какой-то говнарь считает, что сможет всех обойти? Будущий рекордсмен ответил лаконично: а потому что я Билли Митчелл. Если вы думаете, что пик ЧСВшности это мясник из Винницы, то вы ошибаетесь. Ведь Митчеллу принадлежит множество фраз по типу «Даже к Елене Прекрасной не было приковано столько взглядов, сколько ко мне». Да, скромности этому парню не занимать. За следующие годы Митчелл стал настоящей звездой. Он был выбран в качестве одного из игроков видеоигры года национальной командой по видеоиграм США. Он был награжден игроком века в видеоигры на токийском игровом шоу в 99 году. А MTV выбрали Митчелла одним из 10 самых влиятельных игроков всех времен. Постоянные интервью, приглашения на ТВ, большая узнаваемость и без того немалое ЧСВ росло как на дрожжах. В общем, думаю, вы поняли. Самое интересное началось дальше. В 2007 году вышел документальный фильм «Король Конга» за пригоршню четвертаков, рассказывающий историю о попытке новичка Стива Уиби превзойти высокий балл Билли Митчелла в игре Donkey Kong, который Митчелл установил в 1982 году. Митчелл так и не появился, чтобы сыграть в эту игру в фильме, хоть постоянно и заявлял о важности игры на публике. И на протяжении всего фильма Стив Уиби ездил в различные места, такие как FunSpot, чтобы сыграть публично, но каждый раз Митчелл отказывался. Еще больше споров возникло, когда в FunSpot Стив установил рекорд по количеству очков в игре Donkey Kong и получил официальное признание. Но буквально через несколько часов Митчелл прислал кассету с записью игры, где он набрал более миллиона очков, и Уиби тут же потерял свой рекорд. В фильме есть предположение, что запись Митчелла могла быть поддельной. Позже в родном городе Митчелла Стив 4 дня ждал игры с ним, который однажды явился, но отказался играть с Уиби. В фильме Стив Уиби во время игры здоровается с Митчеллом, который не отвечает и говорит своей жене, уходя: «Есть люди, с которыми я не хочу проводить слишком много времени». Митчелл не дает объяснений своему поведению по отношению к Уиби, но позже объяснил, что на момент съемок он не играл в видеоигры больше года, и что создатели фильма не предупредили его заранее, чтобы он мог подготовиться к попытке побить публичный рекорд. Если вкратце, то Стив Уиби готовился к данному рекорду, ездил по всем выставкам и демонстрировал свою игру и ждал прямого противостояния со своим оппонентом. И вот Стив набирает рекордное количество очков на тот момент, но практически сразу приносят некую видеокассету, где на записи видно, что данный рекорд побит Биллом Митчеллом. Вживую поставить рекорд и доказать всем, что ты действительно топ-1? Не, пришлю копию VHS-кассеты с всратым качеством, и так сойдет. Но справедливости ради, через год Уиби побил рекорд Митчелла. Правда, он так и не стал первым человеком, набравшим 1 миллион очков в Donkey Kong. Но ситуация сама по себе очень мутная.
И в результате получился фильм о противостоянии между отважным и добрым Уиби и зазнавшимся коварным Митчеллом. За последним настолько прочно закрепился образ злодея, что как-то раз смущенному Уиби пришлось даже оправдывать его в эфире передачи MTV. После такого перформанса от киностудий все внимание публики было приковано к противостоянию Уиби и Митчелла, но вместе с ним за рекордами охотился еще один товарищ – Рой Шилд. Этот скромняга называл себя мистером потрясающим, он наряжался в военного или полицейского и постоянно прерывал игру, чтобы поотжиматься. Но прославился он не только эксцентричными выходками, сколько своей, чистой, незамутненной ненавистью к Билли Митчеллу. Однажды его даже выгнали с турнира из-за того, что тот набросился на Митчелла с оскорблениями. Сейчас о мистере потрясающем вряд ли бы кто-нибудь вспоминал, если бы не одно интересное обстоятельство. В течение долгих лет он постоянно обвинял Митчелла в том, что тот жульничает. Как выяснилось спустя много лет, Шилд, судя по всему, был прав. В 2010 году Билли Митчелл снова оставил своего заклятого врага Стива Уиби позади, побив его рекорд. К тому моменту многие молодые игроки уже давно добились куда более выдающихся успехов в Donkey Kong. До драматических событий, которые произойдут в 2018 году, Митчелл был всего лишь 14 в рейтинге. Однако, в отличие от своих соперников, он был настоящей знаменитостью, благодаря своему рекорду, продержавшемуся 25 лет, и популярности фильма об их с Уиби противостоянии. Митчелл стал своего рода символом эпохи. Недаром персонажа Питера Динклэджа в «Пикселях» списали именно с него. То есть Митчелл и Уиби уже давно не были в лидерах, но из-за высокой популярности первого было гораздо интереснее наблюдать за ними, нежели за очередным корейским задротом, бьющим все рекорды. Один из самых известных скандалов с участием Митчелла был связан с мультсериалом «Обычный мультик» телеканала Cartoon Network. В одной из серий главные герои устанавливают новый мировой рекорд, играя в игру «Сломанные кости». И таким образом призывают Гаррета Бобби Фергюсона, мистическое существо, практически полностью состоящее из бороды и внушительной шевелюры. Фергюсон пытается установить новый рекорд, но его ловят на жульничестве, после чего он взрывается, оставляя после себя неприятную желтую субстанцию. Митчелл, конечно же, хотел засудить всех причастных к мультику, мол, его скопировали и высмеяли, но иск отклонили, заявив, что телевизионный персонаж не соответствует истцу по внешнему виду. Рекорды по Donkey Kong неоднократно перебивались другими игроками позже, но он все же восстановил свои рекорды как для Donkey Kong, так и для Donkey Kong младшего в 2010 году. И это тоже начало уже тогда вызывать вопросы, ведь единственное доказательство — это мыльная камера и непонятные судьи, о которых я скажу чуть позже. В 2017 году на Twin Galaxy произошли изменения в оценках игроков. Если ты был на хорошем счету, то мог оспорить чье-то достижение. И естественно, Митчелл стал желанной фигурой для обсуждения. И конечно, нельзя бездоказательно просто взять и обвинить столь выдающуюся личность. Нужны не только слова, но и сами доказательства. Но Джереми Янг, модератор форума, посвященному Donkey Kong, задался довольно простым вопросом. А почему Билли Митчелл ни разу не набрал миллиона очков, играя в присутствии настоящих свидетелей? Ведь обычно подобные рекорды ставятся в окружении множества людей. Даже в домашних условиях обычно ставят несколько камер с разных позиций, дабы показать, что игрок кристально чист, насколько это возможно. Да, на его рекорде по Donkey Kong в 2010 году были двое судей с Twin Galaxy, но одним из них был человек, который сам был замечен в жульничестве и был убран с таблицы лидеров. Это странное обстоятельство навело его на идею проанализировать знаменитую видеозапись, на которой Митчелл набирает 1 062 000 очков, впервые в истории преодолевая психологическую отметку в 1 000 000. Анализируя микроскопические различия в рендеринге изображения, Янг пришел к выводу о том, что Митчелл использовал не оригинальный аркадный автомат, а вполне конкретный эмулятор под названием MAME. Это было против правил, поскольку в таком случае игрок мог проводить разнообразные махинации с сохранениями и паузой. И на самом деле не хочется углубляться в техническую составляющую, ссылочку на страницу с хорошими примерами я оставлю в описании. Но если вкратце, то данного анализа хватило, чтобы Twin Galaxies немедленно признал результаты расследования верными. И вскоре Митчелл лишился всего. Не только того самого поддельного рекорда, но и всех остальных, включая тот, который продержался 25 лет. Плюс к этому, теперь ему навсегда запрещено участвовать в соревнованиях. Упоминания о Митчелле удалили не только из официальных таблиц рекордов Twin Galaxy, но и из книги рекордов Гиннесса. Естественно, знаменитый игрок не признает обвинений, утверждая, что Янг покадрово воссоздал ту злополучную игру Митчелла, чтобы подставить его. Теперь первым игроком в истории, набравшим 1 000 000 очков в Donkey Kong, официально считался Стив Уиби, главный противник Митчелла, который, естественно, был очень рад данным результатам, даже понимая, что его тогдашний рекорд уже далеко не первый. И можно на самом деле подумать или притянуть за уши, что у администрации Twin Galaxy просто не самые приятные отношения с Митчеллом, ведь он та еще выскочка. Но был один интересный момент, что после установления рекорда по Donkey Kong и Donkey Kong Jr. всего через неделю вышел журнал про данный рекорд. Как-то слишком быстро, не находите? Ведь обычно подобные журналы печатаются около 2 недель, словно новость о рекорде с конкретными результатами просочилась за неделю до установления самого рекорда. И уже после этого вырисовывается образ данного человека. Некогда молодой и уверенный в себе игрок, который ставил рекорды в культовых играх, просто не смог смириться, что он уже далеко не лучший, и все эти смехотворные
смехотворные рекорды на видеокассете сыграли с ним плохую шутку. Клеймо читера в видеоигровой индустрии очень тяжело отмыть. Возможно, не поможет даже воскресная служба и щедрый донат батюшки. Особенно обидно за рекорды, которые были на 100% чистыми. И это еще не конец. Также Митчелл любитель подать в суд на любого, кто может просто его упомянуть или оскорбить. Он подал иск на самих Twin Galaxy и даже на блогера Карла Джобса, только за то, что тот сделал небольшое камео Митчелла в своем ролике. И создается крайне негативное представление об этом человеке с ноткой справедливости по конечному итогу, подумайте вы. Тщеславный, ЧСВшный, самовлюбленный, считающий себя лучше остальных человек в конечном итоге получает по заслугам, пусть и через много лет. Но как бы не так. Организация мировых рекордов Гиннесса объявила о результатах собственного независимого расследования о рекордах Билли Митчелла. Перепроверив все данные, включая записи достижений в аркадных автоматах и свидетельские показания, они пришли к выводу, что оснований для аннулирования рекордов было недостаточно. Редакция книги Гиннесса приняла единогласное решение восстановить все достижения Митчелла. Теперь он снова считается первым игроком, заработавшим идеальную сумму в Пакмане и первым заработавшим 1 000 000 очков в Donkey Kong. В Гиннесс отдельно отметили, что ориентировались в том числе на экспертное мнение Робби Лейкмана, текущего рекордсмена по Donkey Kong. Тот заявил, что считает запись геймплея реальной, добавив, что при запечатленной на видео технике игры нет никакого вывода использовать эмуляторы или сохранения. Издание Ars Technica отдельно обратилось к текущему генеральному директору Twin Galaxies, попросив объяснить ситуацию. В качестве официального комментария тот прислал картинку с лягушонком Кермитом, связанную с интернет-мемом «Ну это вообще не мое дело». Сам Билли Митчелл заявил, что по-прежнему считает обвинения Twin Galaxy ложными и продолжит судебное разбирательство с ними, если они не откажутся от сделанных в 2018 году заявлений. И разбирательства, насколько мне известно, все еще продолжаются, и чем это все закончится, тоже неизвестно. Так что вот такая небольшая история получилась, которая, кстати, еще не закончилась. Но я удивился, что на русском ютубе ничего практически не нашел про данного персонажа, и по итогу решил сделать данный ролик, который, надеюсь, тебе понравился. Удачи!